Привет, друзья! Спасибо, что заглянули ко мне в гости. И в этом видео я поделюсь с вами одной из моих оригинальных идей к Новому году. И приготовим мы с вами вот такие оригинальные картофельные звездочки с разными начинками. Так что, кому интересно, пойдемте готовить их вместе со мной. Сначала я отвариваю картофель. Обычно я его отвариваю на день раньше, так с ним работать намного легче. Советую выбирать крупный картофель, чтобы получилось сформировать звездочки покрупнее. И для первой начинки нам понадобится сладкий перец, и нарезаю я его соломкой. Перец покупаю разных цветов, так блюдо получается намного красочнее. Затем беру луковицу и нарезаю мелкими кубиками. Дальше в сковороду наливаю немного растительного масла и слегка поджариваю лук. Затем добавляю перец. Немного перемешиваю и затем добавляю немного соли, черного молотого перца и немного овощной приправы. Перемешиваю и оставляю тушиться на медленном огне. Пока перец тушится, нарезаю пучок петрушки. Петрушку я обычно добавляю в конце и выключаю. Наша первая начинка готова. Ну а мы перейдем к картофелю. Картофель я уже почистила. И сейчас будем формировать вот такие звездочки с помощью вот такой формы для печенья. Картофель разрезаю пополам. И формочкой формирую звездочку. Ничего не выбрасываем, из оставшегося картофеля можно нарезать мясной салат. И вот такая звездочка получается. Затем ножом немного выравниваю нижнюю часть. Дальше аккуратненько опустошаю серединки, формируя типа маленьких корзиночек. Стараюсь опустошить как можно поглубже, так поместится побольше начинки. Примерно так. Опустошили, и у нас получились вот такие маленькие корзиночки в виде звездочек. Затем нужно их присолить. Затем я добавлю вот такой микс разных перцев. И еще я добавлю сладкой паприки, а вы можете добавлять специи на ваш вкус. Затем поливаем растительным маслом и смазываю силиконовой кисточкой, хорошенько распределяя все специи. И то же самое проделываю с обратной стороны.
Ну а сейчас отправляем запекаться в духовку. Духовку разогреваю на 220 градусов и запекаю, пока не подрумянится. Ну а мы с вами приготовим начинку из горошка. Для этого нам понадобится замороженный горошек, и я буду использовать пол луковицы, так как не буду готовить много. Лук я нарезаю мелко. В сковороду я наливаю немного растительного масла и поджариваю лук. Пока лук поджаривается, я нарежу морковь средними кубиками. И отправляю в сковороду. Немного поджариваю с луком и добавляю горошек. Горошек размораживать не нужно. Затем добавляю немного соли, микс разных перцев, а вы можете добавить черного молотого перца. И немного овощной приправы. Наливаю немного воды. И можете добавить листочек лаврового листа. Перемешиваю и оставляю тушиться под крышкой на медленном огне. Готов и наш тушеный горошек, а сейчас на сковороде поджарю маленькие сосиски. Поджариваю с двух сторон. Пока мы с вами готовили горошек и жарили сосиски, и запеклись наши звездочки. Смотрите, как они хорошо подрумянились. Я вам покажу 3 варианта, а вы можете заполнять любой начинкой на ваш вкус. Ну а сейчас часть звездочек я заполняю начинкой из сладкого перца. А часть заполню соусом барбекю с сосисками. Вместо соуса можно добавить кетчупа. И теперь сверху добавляю сосиски. А в остальные я добавлю кусочек плавленного сыра и тушеного горошка. И подаем. Подавайте в горячем виде, так намного вкуснее. И, кстати, вариант с горошком и сладким перцем подойдут даже для тех, кто на безглютеновой диете. И вот такая оригинальная закуска к Новому году у нас получилась. Начинку из горошка и сладкого перца можно приготовить на день раньше до праздника. И сформировать звездочки можно тоже за день раньше, а уже запечь их перед самой подачей, а начинки подогреть. Я думаю, такая закуска не останется незамеченной на вашем праздничном столе. Немного вашего времени, и на вашем столе будет вот такая симпатичная закуска. Кто, как и я, любит экспериментировать на кухне, подписывайтесь. И не пропускайте мои видео, у меня еще много интересных идей для вас. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем видео. До скорой встречи!